Переговоры в Дамаске зашли в тупик. Сирийские курды отказались капитулировать перед новой властью, и бои продолжаются. Член руководящего совета партии Демократического союза, PID, Фавза Юсуф сообщила, что встреча в Дамаске не дала положительных результатов, и главнокомандующий СДС Мазлум Абди возвращается в Хасеке. По ее словам, сирийские власти требуют, чтобы курдские силы без каких-либо условий сложили оружие и передали под контроль Дамаска, Хасеке и Кабани. Встреча между Абди и Шараа в столице также оказалась безрезультатной. Главнокомандующий СДС не принял условия Дамаска. Пресс-секретарь сирийских демократических сил отметил: «Все для нашего народа. Либо жизнь с достоинством, либо мученическая смерть с честью», что подтверждает готовность курдов к сопротивлению. Армия Временного правительства Сирии почти полностью захватила территории курдов, включая стратегически важные объекты. Сирийские войска взяли под контроль плотину Тишрин, которая регулирует сток Евфрата и жизненно необходима для водоснабжения, орошения и сельского хозяйства миллионов людей. Ее расположение рядом с Манбиджем и выше плотины Тапка делает объект особенно значимым. Колонны сирийской армии продвигаются в сторону Айн-Иссы, которая уже перешла под их контроль, в то время как ПКК-СДГ начала отступление ночью. Местные жители, женщины, дети и мужчины, представители национальных меньшинств, включая друзы, алавитов и курдов, откликнулись на призыв к всеобщей мобилизации против сирийского президента Аль-Джулани. Поездка главнокомандующего курдских сил Мазлума Абди в Дамаск выглядела как последняя попытка политического маневра – принять ультиматум о полной капитуляции или окончательно отказаться от требований Дамаска. Совокупность сигналов, заявления СДФ, пресс-секретаря ИПГ, командиров и чиновников автономной администрации свидетельствует о решении курдов идти на сопротивление. Некоторые командиры призывают соплеменников из Ирака, Ирана и Турции, включая боевые группы РКК, присоединиться к битве за существование. Быстрое продвижение турецко-сирийской коалиции без серьезного сопротивления создало у нее ощущение легкой победы, однако резкий переход курдов к активной обороне способен изменить темп наступления, повысить потери противника и оказать психологическое воздействие. Если курды дадут бой, конфликт перейдет в фазу жесткой и затяжной войны. Боевой костяк из более 30 тысяч фидаинов составляют опытные подразделения YPG с многолетним опытом обороны и партизанских операций. Они вооружены легким и средним оружием, ПТРК, бронеавтомобилями, ствольной и реактивной артиллерией, а также трофейной тяжелой техникой, но не располагают авиацией и современными средствами ПВО. Краткосрочно курды способны затянуть конфликт и удерживать ключевые позиции. Среднесрочно вероятность победы мала. Без внешней поддержки YPG не сможет удерживать весь северо-восток, особенно при ударах турецкой авиации и артиллерии. Тактическим успехом станет упорное сопротивление и постоянное нанесение тяжелых потерь наступающим силам, что даст время и рычаги для переговоров, но не приведет к военной победе. Сирийская армия продвигается всего в нескольких сотнях метров от Хасаки. Бронированные автомобили «Кобра-2» турецкого производства участвуют в наступлении на сельские населенные пункты Ракки и Хасеки. Одновременно ситуация усугубляется угрозой безопасности. Тюрьма Аш-Шаддади, где содержатся тысячи боевиков ИГИЛ, вышла из-под контроля СДС после повторных атак Дамаска. Пресс-служба СДС сообщает о десятках погибших и раненых, пытаясь предотвратить масштабную угрозу, хотя тюрьма находится всего в 2 километрах от базы международной коалиции, которая не вмешалась. Часть боевиков ИГИЛ, по предварительным данным, была освобождена бойцами Аль-Джулани. Отметим, что специальные силы США развернуты вокруг тюрьмы Аль-Синаа в Хасеке, где содержатся лидеры ИГИЛ и тысячи террористов. Сенатор Линдси Грэм пригрозил протурецкому сирийскому правительству санкциями по
Акту Цезаря, также известному как Закону о защите гражданского населения Сирии 2019 года. Если продвижение на севере в направлении Ракки продолжится, предупредив о непоправимом ущербе американо-сирийским отношениям, он добавил: «Похоже, в Сирии никто не слушает ни меня, ни других представителей правительства США. Последуют не просто сокрушительные санкции, это навсегда нанесет ущерб отношениям между США и новым сирийским правительством. Если вы думаете, что мы блефуем, продолжайте в том же духе. Я пытался быть справедливым по отношению к новому правительству, но, судя по всему, это остается без внимания. Если вы хотите конфликта с Сенатом США и необратимого ущерба отношениям между США и Сирией, продолжайте. Если хотите сохранить эти отношения, остановитесь и поверните назад. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор», — подытожил Линдси Грэм. Отметим, что израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли возложил ответственность за резню курдов на Эрдогана и нового лидера Сирии Аль-Джулани, подчеркнув организованность атак и соучастие других сторон. Причиной провала переговоров между СДС и Дамаском стало то, что сирийские власти отказались от обещаний, данных американским посланником Томом Бараком. Сохранение СДС как единого формирования и управления курдами своими регионами с собственной администрацией. Мазлум Абди направился в Дамаск для реализации этих договоренностей, но оба пункта были официально отвергнуты. В иракском Курдистане, в Эрбиле, курды вышли на протест, требуя от США вмешательства и недопущения геноцида. Религиозный лидер курдов Сирии, шейх Муршид Аль-Хазнави, поддержал сопротивление, призвав к борьбе за честь и достоинство и заверив в единстве с Мазлумом Абди. Отметим, что курды из Камышлы продвигались к турецкой границе в районе Нусайбина, где, по последним данным, пограничный переход был сожжен. После попытки прорыва тысячи курдов вернулись в Камышлы, чтобы поддержать своих соплеменников, сообщают курдские паблики. Также поступают сообщения о том, что курды из Ирака движутся к ирако-сирийской границе. Судя по всему, Джулани сумел добиться того, чего ранее не удавалось курдам – объединить их вокруг одной идеи. Сейчас курдские общины по всему миру консолидировались вокруг Ражавы. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что соглашение о прекращении огня между временными сирийскими властями и СДС жизненно важно, настаивая на немедленном прекращении военных действий, соблюдении обязательств по деэскалации и защите гражданских. ЕС нацелен на инклюзивный политический переход, включая интеграцию военных, силовых и гражданских институтов в единые структуры, при этом права курдов остаются ключевыми. Возобновленное обязательство Сирии по борьбе с терроризмом важно для предотвращения возрождения ИГИЛ, подытожила Кая Каллас. Президент Сирии Ахмед Шараа провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии, вопросы сохранения единства страны, борьба с терроризмом, обеспечение территориальной целостности и независимости, а также гарантии прав курдов. На западном участке обороны курдов положение крайне тяжелое. Арабские силы с юга и протурецкие формирования с севера начинают перерезать курдские районы, создавая угрозу окружения на восточном берегу Евфрата, включая крупные населенные пункты, такие как Кабаний. В свою очередь Эрдоган выступил с рядом заявлений, в том числе по ситуации в Сирии. В своем выступлении он отметил, что мир переживает, возможно, самый хаотичный и неопределенный период со времен Второй мировой войны, подчеркнув угрозы региональной стабильности и необходимость сохранения единой Сирии с ее территориальной целостностью. Эрдоган сообщил, что в разговоре с президентом Шараа подчеркнул: «Турция и впредь будет поддерживать Сирию в борьбе с терроризмом и не оставит сирийский народ без помощи». По его словам, эпоха террора в регионе подошла к концу,
и теперь необходимо строго соблюдать условия соглашения о перемирии и полной интеграции, не допуская новых ошибок. Хотя отметим, что на самом деле никакого прекращения огня нет. На этом фоне в турецких СМИ вновь публикуют заявление Эрдогана 11-летней давности, в котором он заявлял, что Анкара не допустит создания курдского государства на севере Сирии и юге Турции. Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что турецких и катарских военных в секторе Газа не будет. Отметим, что на фоне военных действий Турции в Сирии в самой Турции вспыхнули протесты курдов. В Диярбакыре они распространились на несколько районов. Полиция применила боевые патроны, в результате чего есть раненые. По последним данным, протестующие продолжают сопротивление и устанавливают баррикады, демонстрируя массовое недовольство действиями турецких и протурецких сил в Сирии. Ситуация остается крайне напряженной. Курды продолжают сопротивление, пытаясь удержать свои территории и защитить населенные пункты, в то время как арабо-турецкая коалиция продвигается вперед, контролируя стратегические объекты и ключевые районы. Протесты внутри Турции, международная обеспокоенность и угрозы санкциями со стороны США лишь усиливают политическое давление на стороны конфликта. На фоне всех этих событий будущее северо-востока Сирии остается неопределенным, а противостояние между курдскими силами и поддерживаемыми Дамаском и Анкарой формированиями может перейти в затяжную и кровопролитную фазу, где каждая сторона ищет свои стратегические и политические преимущества. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми получать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона. Оставайтесь с Регньюз.